Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Таро-прогноз. Июнь-июль 2025 года. Судьбоносный шанс. Момент перехода между прошлым и будущим. Давайте узнаем, что уйдет, а что придет взамен. И планетарные транзиты создают для нас на самом деле доброе время, доброе небо июня. Мы можем и договориться, и оформить документы. Если необходимо помириться, согласовать какие-то сложные вопросы. И это время, оно не будет длиться вечно. Июнь у нас сопряжен с тем, что Юпитер входит в знак зодиака Рак. И для вас это чудесное время. Я должна сказать, что для вас вообще вторая половина 2025 года – время добрых энергий. Но все же, есть ведь и другие планетарные транзиты. Поэтому именно июнь, он открывает для нас какую-то палитру согласия или договоренностей, может быть, и правильных решений, продуманных где-то не без этого решения. Обстоятельства могут складывать для нас какую-то картину, когда важнее не настаивать на своем, а именно найти взаимопонимание или взаимодействие. Потому что уже в июле Уран перемещается в Близнецы, пусть это будет до ноября месяца, но это другие энергии. Мы можем чувствовать, словно неведомая сила заставляет нас как раз или подталкивает какие-то важные решения принимать, ломая шаблоны, стереотипы или то, что для нас было привычно. Может быть, заставляет измениться и нас самих. И вот эти 2 месяца поистине могут стать судьбоносными для того, чтобы что-то сделать правильно и многое изменить в сторону плюс. И помним, конечно, всегда говорю об этом, жизнь не бывает полностью предсказуема. Порой приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Давайте посмотрим, какой же тут картой. У нас сегодня колода 78 дверей, и это как метафорические карты. Здесь действие больше прописано. Вот давайте по 3 карты на каждый месяц достанем, посмотрим события будущего, как и ближайшего, так и отдаленного, каковы энергии этих 2 месяцев. Начало лета. Я же вас хочу пригласить на свой сайт. Оставлю ссылки в описании под видео. Есть у меня и астрологические прогнозы, есть и статьи по психологии. Итак, энергии июня. События ближайшего будущего. Уже совсем июнь скоро, на пороге. Июль. События отдаленного будущего, но и не очень-то отдаленного. Время летит, порой мчится. Следующий триплет карт. Чего же ждать? К чему все идет? Соединим энергии июня, июля. Зачем это все нужно? Для чего? Или как нам что-то согласовать? К чему уже все идет? И следующую карту мы достанем. В какой сфере жизни вы будете принимать важные решения? Или какие-то вопросы, решения именно по некоторым делам вам, по, может быть, вашим проектам, но такие основополагающие решения. Следующая карта. Что уйдет? Что пытается от вас оттолкнуться? А что придет взамен? Поездки, перемещения, следующая карта. Или путешествия, может быть, и отдых, все же это у нас летние месяцы. Сфера ваших достижений, ваших планов, проектов. И последняя карта. Чего ждать дальше? Что будет дальше? Заходом на август. Смотрим, что же там на июнь. Какая-то затянувшаяся ситуация. Может быть, это вы что-то поставили на паузу. Или это вам так может казаться, словно время тянется. Может быть, это и какие-то согласования, которые вы хотите совершить в июне, и они не происходят очень быстро. Иногда эта карта говорит, что мы вынуждены ждать, но все-таки в этой колоде нам больше говорят о другом. Человек сам себя поместил вот в этот стеклянный куб. У кого-то это может проиграться как какая-то конфронтация в июне. Вас что-то не устраивает. Это может быть где-то на основе и обид, к примеру, да? Или когда вас не поняли, как-то не откликнулись, по вашему мнению, ну, именно на ваш либо запрос, либо на ваше желание, или какое-то предложение, или проект. Ну, тут, наверное, самые разные сферы жизни. И у кого-то и в личном вид жизни может быть так. Друг друга не поняли, и вот какое-то молчание вдвоем
демонстрируют друг другу, потому что здесь две персоны. Одна как будто себя помещает в куб и, затаив дыхание, чем дольше я тут буду, тем лучше, как будто так себе человек сказал, показывает фокусы, иными словами демонстрирует некоторую отстраненность. А есть и другой человек, который, кстати, хладнокровно наблюдает. И эта карта, именно в этой колоде нам говорят, пора всплывать. Не задержись чересчур, иначе может не хватить воздуха. И я бы не сказала, что если есть какая-то конфронтация, ее нужно продолжать. Иначе, правда, потерять время, как будто самого себя изолировать. Может быть, для кого-то из вас, у кого-то, правда, может проиграться наоборот ситуация, когда вы застряли словно в каком-то отрезке жизни. Меня ведь смотрят люди из разных стран, и для кого-то это может проигрываться ситуация, когда... И если вот эта сила непреодолимых событий или каких-то обстоятельств вашей жизни, когда вы пережили очень многое, когда вам, может быть, было просто необходимо уединиться и таким образом себя сохранять. Мы за вами все равно как будто словно наблюдали, может быть, некоторые люди ждали, когда же вы выйдете на связь, может быть и так. Но все равно следующая карта нам говорит о чем? Что была какая-то ситуация либо сложная, либо предательство, может быть, было, или вот эти события, на которых вы не могли влиять, они вас, на какой-то момент, может быть, словно изолировали или замкнули. И ведь, по сути дела, дверь открыта, обратите внимание, мои дорогие рыбы и рыбки, и мы говорим «добрая энергия июня», тут что-то пора заканчивать. Может быть, это даже, как знаете, ваше разочарование, когда вы сократили до минимума свое общение. Может быть, это касается не одного даже конкретного человека, а сразу группы людей. Может быть, это ваше ощущение, потому что по тройке мечей это именно какой-то как сгусток боли у нас внутри. Вот это очень странно. А вот посмотрите. Тут, правда, что-то надо прекращать. Давайте будем оптимистами. Смотрите, тут ведь подзастрять, всплывает, нам говорят, да? А тройка мечей тут нет. Тут сильные такие эмоции, именно с учетом этой карты, как будто человек уже, снова и снова какой-то в голове проигрывает прежнюю обстановку, ситуацию, взаимоотношения. То, что уже случилось и произошло. И если мы застрянем чересчур, мы, правда, потеряем связь словно с внешним миром, а у вас на кону победа. Вместо вот этого какого-то уединенного ожидания или жизни в воспоминаниях, или какой-то, может быть, из затянувшейся ситуации. Вам ее нужно решить. Или буквально какой-то разговор должен важный состояться, который у вас заканчивается победой. У вас добрые энергии даже с учетом этих двух карт, которые могут описывать вот ту ситуацию, которую я обрисовала, но это может быть в любой сфере жизни или в целом, как ваша жизнь. Вы можете чувствовать как темноту. Я словно вот в этой комнате, и никому до меня нет дела. Вот какая-то отстраненность. Может быть, и вы где-то отстранились. Но и в ответ-то как будто никто не спешит, не торопится. Все же открытые двери в этой колоде говорят, что первый шаг за вами. Может быть, к этому важному диалогу. И тогда, если вы сомневаетесь, что вас услышат, или у вас получится этот разговор или какую-то тему прояснить, то здесь наоборот, может быть обратная ситуация, что вас человек другой какой-то даже ждет. Но одним словом, переложите на свою жизнь, как вот эти две карты могут означать какие-то события, которые нужно не только завершить, в чем-то поставить точку и идти дальше. И словно вы открываете двери, а вас ждут. Вот такой момент. И интересно, мои дорогие, давайте июль. Ну да, тут прям вот нельзя не терять ни минуты. Кто знает, может быть, это время вы теряете, вы понимаете, всплывая, как будто говорят. С чем-то вам нужно тут определиться и на что-то решиться. И буквально уже победа на пороге. Мы можем где-то с июня на июль вот это ожидание, затянувшееся, перенести. И нам здесь конкретно говорят, тут вы двери открываете, и здесь-то, собственно говоря,
дверей нет закрытых, а этот куб, это вы сами себя где-то так отстраняете. А вот здесь уже ситуация меняется. Значит, на июль какие-то могут быть события, которые сродни, может быть, отчасти и той ситуации, когда время быстрых решений, причем быстрой аналитики. Здесь ведь не с места в карьер, или даже если так и приходится действовать, но ведь расчет-то какой-то должен быть произведен. И мы не можем терять ни минуты. Вот эта девушка, которая зовет на помощь, а карта нам говорит, если мы так отстраненно подсмотрим, никого нет в округе, и никто не торопится помогать. И мы так, если глянем на эту карту, прыгай, хочется сказать. Ну, прыгнула ты, ну ладно, там шишки набила, синяков, но жива аж осталась. А тут уже огонь как будто подбирается ко второму этажу. А ей страшно. Страх искажает реальность, мои дорогие, поэтому тут не сомневайтесь. Просчитать, да, куда прыгать будем, нужно вроде как. Но и отсчет по времени, он идет. И часы отсчитывают время вперед, а не назад. Поэтому тут нужно решиться на какой-то важный шаг, а вы так прежде не поступали. И вот именно сомнения и страх просто сковывают ваше сердце и искажают реальность. Поэтому не замирайте. Тут, правда, может быть, это будет связано с тем, что вам придется даже какое-то свое мнение о ком-то изменить. Или когда обстоятельства внешние могут для вас сложить такую историю или ситуацию, когда вы можете где-то сожалеть, что вы чего-то не сделали раньше. Давайте посмотрим, что еще на июль. Ну вот, видимо, какие-то нюансы, шероховатости или какие-то тонкости во взаимоотношениях. Пусть по работе, у кого-то учеба, у кого-то взаимоотношения, у кого-то родственники, ну тут или друзья, тут всякая разная ситуация может быть. Но вот не должно быть конфронтации. Вот посмотрите, если здесь у нас карта победителя, да, для тех, кто правильные какие-то выводы, решения принимает в июне. Я так думаю, что вот эта пятерка кубков может проиграться так, когда вы себе уже спасибо говорите в июле, что с чем-то разобрались в июне. Но для тех, кто не решился, будет все равно, я вижу, шанс правильные разговоры, какие-то темы поднять именно на поверхность, а не утрамбовывать. Кстати, здесь не будет полезно, ну, условно, затаиться и утрамбовать в виде каких-то разочаровывающих эмоций ту ситуацию, которая не находит в вашей душе понимания. Здесь важнее именно откровенный разговор, выяснить, разговор по душам или, глядя друг другу в глаза, поговорить. Здесь на каких-то межличностных отношениях строится та или иная банальная, я бы сказала, житейская ситуация, и она должна быть завершена. А вот здесь на июль, если нам говорят, посмотрите, следом у нас туз пентаклей, это возможности. Да, теплый, уютный дом, причем такой надежный, стабильный. Это какое-то место нашей безопасности. И пусть двери закрыты, ну и что? А ключи в ваших руках. Это помощь высших сил. Это как помощь ангелов, мои дорогие. Очень часто по тузу пентаклей, когда мы начинаем заниматься каким-то проектом новым, это как зернышко, которое мы садим в землю, и получим завтра, послезавтра денежное дерево. Но за этим деревом придется ухаживать. То есть придется где-то, может быть, и работать. Все же больше, так иногда говорят. Но это карта возможностей. Мы не чувствуем усталости. Потому что туз пентаклей нам открывает всегда новые перспективы. Но и еще есть те вопросы, когда вам придется фильтровать, может быть, и конкретно некоторое ваше общение или людей, которых вы хотите видеть и которых видеть не хотите на июль, это точно, вы можете вообще пересматривать свое как и ближнее окружение, так и дальнее, потому что некоторые вопросы, которые тянутся с июня, ну кто знает, может быть не с июня, а у кого-то вообще затянувшаяся история, да, вот как вот по этому аркану повешенный, здесь уже время принимать решения. И пусть даже если вы провели какие-то разговоры откровенные, откровенно глядя друг другу в глаза, как я говорила, прояснили что-то, и пусть вам даже что-то не нравится, это все равно будет победа. По крайней мере, нет никаких иллюзий. Это для вас откроет новую
новые возможности действовать как-то иначе. Ну, иными словами, словно развяжет руки. Вы не будете сидеть и сомневаться, понимаете, вас или вы будете избавлены от какого-то ненужного стопора. И это сразу как будто влечет за собой, открываются как новые перспективы. Вы закончите бесплодное какое-то ожидание или пустые надежды. И причем они открываются добрыми энергиями силы, потому что сила победителя. И где-то карта говорит, тебе придется это контролировать. Иначе если ты вот эти свои достижения пустишь на самотек, то потом не обижайся на себя. Потом тоже что-то может пойти, кстати, не так. Поэтому контроль в ключе в ваших руках и последующий, опять же, какой-то контроль, не соскользнуть на какие-то договоренности, в которых бонусы получит кто-то другой, к примеру, а работать будете вы. Или когда вы вступите в какие-то взаимоотношения, когда, ну, нет взаимообмена все-таки или контакта такого искреннего. По семерке жезлов это часто те люди, которые пытаются нас втянуть в какое-то дело или вопрос, потому что мы там им полезны или нужны. А для нас-то там, в общем-то, zero, ничего не светит, будем говорить. И вам придется, может быть, профильтровать свое общение и думать, как мне уйти от какого-то согласия, даже если какой-то человек или какая-то персона, вы не можете вот так явно отказать, но значит, тем не менее, себя-то сохранять тоже нужно. Значит, какие-то способы, методы провести правильные диалоги в июле вы тоже будете изыскивать, потому что в центре как и ваша удача, успех, победа, так и ваше благополучие конкретно материальное. Давайте попробуем связать. Что-то нам тут такое для вас показали. Посмотрите, паж жезлов. Тут действительно мы можем находиться с любой позиции любого героя. Девушка, например, да, нам открывает двери, если мы говорим, что это именно мы кому-то открываем двери. Обратите внимание, она не широко распакивает. Да, она вот как великий дипломат, она улыбается, вот и вы улыбаетесь, но двери широко, пока мы не разберемся, не открываем. Мы можем и со стороны быть молодого человека, когда мы хотим договориться, например. Нам открывает эту дверь, но, опять же, не полностью, а подарочек вот тут за спиной. И все зависит от того, какие цели вы ставите. Хотите вы, чтобы эта дверь вот перед вами распахнулась, и какие-то искренние отношения продолжены были, или вы просто, ну, как осуществляете дань вежливости, да, потому что понимаете, что с этим человеком вам еще придется взаимодействовать. Вот мы учимся правильно взаимодействовать друг с другом, и неважно, чего касается или работы, или, может быть, и личной жизни. И таким образом вы наращиваете собственную силу, мои дорогие рыбы и рыбки. Но договариваться придется. И в то же время королева кубков. В этой колоде это карта ожидания. Вот нам королева такая, ну, как видение представлено, да. И словно мальчик молится на это видение, просит какие-то желания свои, чтобы они были осуществлены, но какое-то пустое ожидание должно быть закончено. И вот этот образ должен, в конце концов, либо перейти в какую-то реальность, либо, может быть, и не ждать того, кто не придет. Вот какие-то правильные выводы, решения и параллели вам нужно проводить. И это усиливает ваши позиции. Да, быть дипломатом придется. И нам закрытая дверь какого-то учреждения показана. Для кого-то из вас согласование, может быть, в высоких инстанциях, контакты с чиновником или чиновниками, с представителями, может быть, сильных мира сего. По этой карте тоже такое допускаю. И страж двери нам изображен. Ключей как будто нет к этой двери. Но от того, как мы сумеем договориться, эта дверь будет распахнута. Лев, изображенный на карте, он говорит о нашем эго. Мы хотим поступить по-своему. Но, видимо, врожденное чувство мудрости вам будет подсказывать, что нет, вот лучше договориться, чем идти в конфронтацию. И таким образом вы укрепляете как и позиции в дне сегодняшнем, так и для себя, словно, ну, знаете, какой-то очень судьбоносный шанс именно забрасываете в будущее. Есть такая поговорка:
Брось, сзади, спереди найдешь. Вот у вас, мои дорогие рыбы и рыбки, через контакты, через взаимодействие с людьми. Да, вы-то реалисты, вы тут правильные выводы просто должны для себя самих сделать. Но конфронтация точно не полезна. И какие-то взаимосвязи с людьми у вас должны быть продолжены. При этом будет важно и не замечтаться, но и не подвергать себя опасности. Действительно, жизнь наша не бывает полностью предсказуема. Иногда приходится блефовать, но и иногда все-таки выигрывать той картой, которая выпадет. Идите по ситуации, хочется сказать. И не создавайте себе каких-то, ну, знаете, через общение противостояний. Наоборот, сводите или старайтесь сводить их к нулю. Или даже если вы контактируете с людьми, которые вам, ну, кардинально не нравятся, неприятны, но умом вы так холодно понимаете, ну, придется мне же с тобой общаться. Хоть глаза мои тебя не видели, а куда ты денешься? Может быть, вы вместе работаете, или это может быть сосед, соседка, да, ну, или кто-то из родственников, такое тоже бывает. И мы этих людей в нашей жизни не отменим, поэтому ваше качество жизни где-то на период лета строится в зависимости от того, как вы сумеете договориться. Важное решение, в чем вы будете принимать. Вот все то, что я только что сказала. Подобрать ключи, по сути дела. 8 жезлов. Здесь будет, как и какая-то, возможно, скорая информация вами получена, и вам нужно будет правильно провзаимодействовать. Поэтому я бы сказала, для вас будет очень важна группа поддержки. Или те люди, которые вас, может быть, всегда поддерживали. Или когда вы своими правильными действиями, правильными договоренностями и из людей нейтральных не создадите недругов. Вот все-таки ключи-то нам приходится тут искать. Видимо, не все в жизни однозначно. И принимать важные решения вам придется сразу в нескольких областях своей жизни. Эта карта свидетельствует о том, что точно в течение июня-июля будет как минимум один день, который какой-то решающий, когда вам и самим придется кому-то обратиться или придется договариваться с кем-то, решать какой-то вопрос. И вы себя можете поблагодарить, что вы сделали что-то правильно, именно основываясь на том, чем меньше каких-то персонажей вокруг, которые могут, ну, как будто ожидать того момента, когда подставить подножку. Вот такой очень тонкий нюанс, мои дорогие. Но по 8 жезлов здесь еще буквально для вас может проиграться какая-то неожиданная поездка или какое-то предложение, когда придется собраться и буквально ехать, может быть, даже налегке, или отправиться в какую-то местность для того, чтобы прояснить там, может быть, это будет сделать более правильно, удобно, каким образом возник такой вопрос или как решить какую-то проблему. Всегда по 8 жезлов проходит скорость, которая мы не должны ее потерять. По этой карте мы еще и набираем темп. И поэтому не оставьте что-то на завтра, что должны сделать сегодня. Вот конкретно совет карт. И тут не одно решение, тут много ключей. Что идет? Ну, то, что суждено, оно все равно уйдет и закончится. Тут не надо торопить, знаете, проводить какие-то демаркационные линии. Если какая-то история вы чувствуете, вы уже сами не хотите продолжать, ну и не надо. Скорее всего, к этому уже какие-то события сложились, располагают к этому обстановка, обстоятельства. У каждого по-своему будет. Возможно, это было связано с силой непреодолимых событий. Меня люди смотрят из разных стран. Может быть, и ситуация, когда вы не договорились, и вы уже ушли. Да, потом вы начинаете думать, где-то в воспоминаниях этих жить. Может быть, это и касается личной жизни, как воспоминания о том, когда мы были счастливы. Но карта говорит, уходит то, что для вас не служит прогрессом. Мои дорогие рыбы и рыбки, отпускайте. И ведь на карте, обратите внимание, единственное живое что-то – это цветы на погосте. А человек уже явно засиделся, и песочные часы в руках человека говорят, время идет, пора просто встать и выйти. Что-то само завершается. И знаете, кто с вами, кому с вами по пути, они вас догонят. А если какие-то контакты, может быть,
Вот для чего будет важно что-то прояснять или пытаться через дипломатию согласовать что-то. И если, по крайней мере, человек не откликнется, так вы будете правильно знать, что, ага, вот тут, ну, уже от меня как будто бы ничего не зависит. Я сделал все, что мог. Поэтому можно на этом успокоиться и поставить точку. Время подводить итоги для вас. И поэтому то, что не будет продолжено, оно как будто и завершится. А что придет взамен? Карта харизматичного лидера. Здесь могут быть и новые знакомства, кстати. И даже если какая-то прежняя история была со знаком минус, но все равно есть какая-то перезагрузка, есть и тема, которая вас будет интересовать. И взамен тут могут прийти очень интересные какие-то события, с учетом, что наш король жезлов на фоне Стоунхенджа. У кого-то интерес к эзотерике, к психологии. Или занять лидерские позиции. Вы поставите такую задачу. Вообще, быть лидером, я бы сказала, это ваша задача. И, может быть, в эти 2 месяца вполне вероятно и возникает какое-то переосмысление, или вы выстраиваете свою, ну, как группу единомышленников. Я вижу, очень хочется. А все же карта будет нам говорить о том, что именно ваша энергетика, мои дорогие рыбы и рыбки, она способна творить чудеса. За вами и так люди действительно наблюдают. Вы уже словно кого-то завораживаете. К вам могут обращаться за какими-то советами или как прояснить или поступить по тому или иному вопросу. Вы люди мудрые, но и человек может такой в вашей жизни тоже появиться, который вас где-то уговаривает на что-то. Тогда примите во внимание, что делать-то придется самому, потому что по аркану король жезлов мы сказали харизматичный лидер или идейный вдохновитель, но он не будет за вас выполнять какую-то работу или что-то делать. Увлечь он может, а вот работу придется делать, выполнять самому, как я уже сказала. Но цеплять какими-то эмоциями нас, безусловно, могут. Перемещения, переезды, поездки. Может быть, в связи с поездками вы будете готовить документы, аркан правосудия, и по этой карте мы можем обращаться в высокие инстанции, к примеру, чтобы визу подготовить, да, все же у нас такой аркан, который говорит о том, что какие-то контакты вам совершенно необходимы. Может быть, и вы действительно планируете куда-то переехать, а прежняя история, которую вам нужно завершить, чтобы не было конфронтации, правда, мои дорогие, у кого-то банально может проиграться, ну, к примеру, такая ситуация, когда, может быть, есть слушание в суде, или с конкретным персонажем у вас не было взаимопонимания, и это для вас может создать ситуацию, когда могут начаться суды, и вы не можете куда-то уезжать. Ведь это карта кармы, причина и следствие. Поэтому все то, что я говорила до этого времени, не создайте для себя какую-то ненужную конфронтацию, которая для вас может как дистанцию выстроить. И вы сами себя словно будете сдерживать. Ведь карта снова нам говорит об умении договориться. Вот интересно, но для кого-то из вас это будет сделать совершенно необходимо, чтобы куда-то поехать, переехать, отправиться, подготовить документы. И если мы прежде сделали что-то хорошо, то и люди нам откликаются. Если мы настроены на диалог, значит, скорее всего, и у нас получится договориться. Но карта также говорит, если мы настроены на конфронтацию или что-то мы сделали не очень правильно, то, скорее всего, нам придется переключить свое внимание на решение тех вопросов, которые тянутся из прошлого. Для кого-то может и проиграться так, что даже где-то на расстоянии, мои дорогие, складываются такие ситуации, условия, когда для того, чтобы участвовать в каком-то судебном заседании, вам нужно буквально перемещаться. Ну, наверное, настолько разные могут быть события с учетом этой карты, но это то, от чего мы не уйдем. Это то, чем мы вынуждены будем заниматься. Помните просто, ключи в ваших руках. Это правда. Вы можете со всеми договориться.
было бы желание, была бы настроенность вот на эту самую дипломатию. Вот дипломатия, июнь-июль – это ваше все. Не осложнить себе жизнь. Это, правда, не одна карта, а вот несколько вам уже об этом говорит. И ваши достижения. Ну, здесь тоже где-то сродни ожидания нам показан русал, который ждет свою русалочку, поднимает кубок и предается воспоминаниям. Переход от воспоминания к делу или к какой-то конкретике. Мы можем подзастрять на дне как будто вот этого грота, а дверь-то ведь, по сути дела, открыта. И, правда, время ваших важных решений. Где-то и ваши достижения, они тоже будут строиться на балансе. Все же об этом говорит король кубков, потому что это первая составляющая, как взаимопонимание раз или взаимные договоренности. И вторая часть – это финансы. Поэтому, как и договориться, так и решить вопросы по финансам. И нам где-то про финансы тоже говорили. И уже не первая карта, как и карта силы, как и карта правосудия. И восьмерка жезлов, да, здесь ключи словно подбирают, каким образом подступиться к решению вопроса. Вот вам нужно мысли переложить в какую-то практику. Придется и вам участвовать в разрешении какой-то ситуации, чтобы закончить ожидание. К чему же это все идет? По этой карте мы принимаем важное решение, меняем направление. И вы можете где-то чувствовать, что либо за вами наблюдают. Мы уже с вами, собственно, с этого начали. И вот интересно, у вас заканчивается тоже ведь наблюдение. Значит, какое-то наблюдение, оно не завершается. Может быть, это и вы чувствуете, что, ну, вы люди интуитивные, я словно под колпаком. Правда, тут разные ситуации житейские могут быть. Время очень правильных действий, время правильных разговоров. Помните, наверное, вот мне почему-то хочется вам сказать, мои дорогие рыбы и рыбки, что когда вы выстраиваете с кем-то диалоги, ваш разговор, к примеру, кем-то может быть записан, и у нас для этого средств сейчас более чем достаточно. Потом это ваша сказанная, может быть, неосторожная фраза кем-то может быть применена отчасти и против вас. Вам нужно держать руку на пульсе, причем очень внимательно. По пажу мечей вы можете изменить вообще направление своей активности или каких-то своих перспектив, потому что обстоятельства так складываются. И у вас ведь карта силы выпадает. Здесь может быть какая-то жизненная метаморфоза, когда, ну, как будто действительно действовать нужно очень и осторожно, и не терять времени. Это можете и вы быть, как в роли наблюдателя за кем-то. И я бы сказала, это более предпочтительно. Но если мы вот говорим о том, что и за вами как будто кто-то наблюдает, вот интересно, обе две карты говорят, что есть или может быть просто конкретный человек, которого вы не можете исключить из своей жизни. И, скорее всего, июнь, июль и на август какие-то взаимоотношения будут продолжены. И вам нужно принять какую-то правильную концепцию. Какие разговоры вы будете проводить, как вы будете действовать. И где-то на подсознании все время держать вот ту мысль, что есть то, чего я не вижу. Или есть то, что от меня скрывают. Или есть то, как человек может поступить каким-то неожиданным образом. По сути дела, вам нужно быть готовым где-то к неожиданностям. И кто знает, может быть, это и будет завершение какой-то ситуации. С другой стороны, эта ситуация вас может многому научить. И если вы прежде многим доверяли, то здесь, скорее всего, вы, как знаете, интуитивно становитесь настолько осторожны и внимательны. И именно вот эти действия, или когда мы учимся слушать самого себя, для вас это каким-то образом будет полезно и на август, и кто знает, может быть, и на последующий период жизни. Буду благодарна вашим комментариям. Не совсем обычный расклад, правда, который вас призывает в целом беречь самих себя. И даже ведь добрые карты, и победа вроде, да, и тут какие-то возможности, и карта силы, и в то же время есть и то, над чем нужно задуматься. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и
и будьте счастливы, будьте любимы всегда.